А это ты? Молодец, Элой. Я немного сомневалась, что тебе удастся заполучить оружие Сайленса. В тебе и правда живет сила духа Лис. Я думала над тем, что ты мне рассказала. Как вы дружили с Элизабет. Не просто дружили. Ведь так? Какая проницательность. Ты права, мы были очень близки. Ясно. И что случилось? Я сирота. И всегда была одинока. К 30 годам я начала думать, что мне просто суждено быть одной. Но встретила Лис. Мы вечно сталкивались на конференциях, пили кофе, потом не только кофе. Сперва мы просто болтали, рассуждали о всяком. Но потом я поняла, как сильно жду новых встреч с ней. Вскоре мы могли пролететь полмира, чтобы увидеться еще раз. Впервые мне не было одиноко. И казалось, что больше и не будет. Я думала, что Лис считает так же. Она как раз недавно потеряла мать. И я заполнила пустоту в ее сердце. Но время шло, и мне стало казаться, что ей отношения наскучили. И все прекратилось. И ты помогаешь воплотить мечту Элизабет, чтобы... Все исправить, да. Было ошибкой оставить Лис на умирающей земле. Я была не права. И увидев тебя, девушку, которая прошла путь столь невероятный, что сама Лис бы позавидовала, я решила помочь. Помочь ради нее. Почему ваш мир был похож на твой дом? Я сделала его надежным убежищем от всех бурь. Укрытием и для меня, и для шедевров, которые хранятся в нем. Все они представляют собой уникальные культурные ценности. Одни из величайших достижений нашей цивилизации. Ты хотела, чтобы Бета их увидела? Да. Ее с детства обучали лишь точным наукам. Я думала, что картины Вермеера и Рембрандта внесут в ее жизнь новые краски. Что она получит знания не менее ценные, чем вся вбитая в ее мозги наука. Мне жаль, что общение прекратилось. Но я рада, что поделилась с ней тем домом. Этот приют был ей еще нужнее, чем мне. Почему Элизабет отдалилась? Я размышляла об этом 1000 лет. Она была гением, провидицей. Ее волновала судьба мира, будущее человечества. Но при этом она, казалось, не хотела никого к себе подпускать. Делить с кем-то свое бремя. Думаю, какую-то часть себя она никогда и никому не открывала. Мне кажется, очень большую часть. Я нашла запись с тобой и Элизабет на испытательном полигоне. Там дальний зенит хотел украсть Гею. Да. Очень неприятный был разговор. Она сказала что-то после звонка. Думаю, она жалела, что у вас так сложилось. Правда? Все это время спасибо, что сказала. Я корила себя за то, что наш с ней последний разговор был таким. И что она до конца жизни считала меня пешкой дальнего зенита, а не той, кем я была. Ты сказала, что не похожа на других зенитов. И никогда не была. Но ты подчинялась всем их решениям. Иначе было нельзя. Я не горжусь этим.
но это было необходимо для выживания. Сперва на гибнущей земле, потом в разрушенной колонии на Сириусе. Мне пришлось. Но я все же решила пойти против остальных, в надежде хоть как-то исправить эту ситуацию. Виртуальный мир для Беты. Тайный проход на базу Зенита. А потом я успела спасти тебя. Что еще нас будет ждать на базе Зенита? Как я уже говорила, наша цель — центр управления. Там держат Бету и Гею. И нельзя забывать о печатных цехах, куда свозили множество добытых природных ресурсов. Для чего? Это позволило улучшить инфраструктуру базы, а также изготовить армию призраков. Также зениты переправляют ресурсы с корабля на орбите и обратно. Мы сотни лет нежились в цифровых мирах, и корабль едва мог летать, когда нам пришлось бежать. Беда может прийти в любой момент. Это мы усвоили. Ты узнала, как работает оружие Сайленса? Нет, он осторожен и не подпускает меня к нему. Это, конечно, раздражает. Но, как бы оно ни работало, я уверена, что оно сможет отключить щиты зенитов. А много их, кстати, на базе? 10, включая Эрика и Джерарда. Лишь горстка людей добралась до корабля, когда колония рушилась. Этот Эрик, он всегда был кровожадным психом? С годами стало только хуже. На Земле он был учредителем крупной частной военной компании. Короче, главарем банды убийц. Даже когда в войнах между государствами стали сражаться одни машины, он нашел клиентов, которым требовался более личный подход. Ходили даже слухи, что он лично выслеживал людей и убивал. В том числе ради азарта. А на Сириусе он перебрался в свой виртуальный мир. Там он мог свободно совершать абсолютно любые зверства. Но думаю, что с меньшим удовольствием. Племя Альвы считает его одной из легенд мира предтеч. Знакомство с ним их бы разочаровало. Хотя обожание ему бы понравилось. Расскажи мне о Джерарде. Он был главой крупнейшего в мире финансового холдинга, а потому имел связи во всех больших корпорациях. Так он стал одним из богатейших землян, и уж точно богатейшим из зенитов. Зачем одному человеку так много денег? Покупать и власть, и влияние. Джерард всегда считал себя изысканным аристократом, умеющим править людьми с улыбкой на лице. Но за этой улыбкой он всегда прятал холодную расчетливость. Именно он решил ограничить круг общения Беты цифровыми наставниками из базы данных Аполлона. А мы представали ее покровителями. Что ж, скоро мы с ним разберемся. И с остальными. Я бы очень хотела взглянуть на его лицо, когда он поймет, что его обставили. Будучи в руинах Вегаса, я нашла информацию о некоем Стэнли Ченни. Он тоже был зенитом? Стэнли, вечный оптимист. Он был из хороших парней. Когда мы обустроили нашу колонию, он создал в ней точную виртуальную копию Лас-Вегаса. Огни и представления, казино — все точь-в-точь, как в старом городе. И пока остальные держали двери в свои миры на замке, он приглашал в гости всех желающих. Судя по твоим словам, он не сумел вернуться на Землю. Нет, он погиб при разрушении колонии. Он был бы рад узнать, что часть его любимого города еще жива. Когда Бета сбежала и спряталась в древней лаборатории, я видела еще одного зенита. Вербену. Кто она?
Тусклая звездочка в море более ярких созвездий. Большинство членов Дальнего Зенита разбогатели на удачных сделках и технологических прорывах. А Вербена унаследовала миллиарды. Ее отец добился больших успехов в сфере премиального галатуризма. В 24 она стала самой завидной невестой мира и называла себя дизайнером жизни. Она пользовалась своей славой, чтобы влиять на мнение людей. Вроде культа? В каком-то смысле. Ну, раз прожила так долго, значит, что-то соображала. Ее выделяла разве что жестокость. Но даже крыса найдет выход из лабиринта. Так, с частью зенитов я уже познакомилась. А кто остальные? Богатейшие люди Старой Земли. Титаны бизнеса. Дай угадаю. Самовлюбленные и безжалостные? Не все. Некоторые были приятными людьми. Например, Аника Мурджани была просто прелесть. Она запустила популярнейший галоканал танцев и просто волшебно двигалась. Еще я всегда очень любила поговорить с Сун Цзяо о ее достижениях в микробиологии. Именно ее работы подарили нам вечную жизнь. Но были и другие, как Дэвин Миллер, глава крупной корпорации по производству быстрого питания. Этот любил только клюшкой для гольфа махать, ну и еще голоселфи делать. Учитывая такие таланты, мы должны были добиться большего. У нас была вечность. Ладно. Сообщу, когда выступаем. Я пока буду тут. И спасибо, Элой, за то, что дала мне шанс. Мне всегда приходилось тяжко. Я не раз теряла все, что у меня было. Но теперь я могу воплотить в жизнь мечту Лиз. Создать вселенную новых возможностей. Может, получится. Должно. Я никому не позволю помешать. Обещаю тебе. Запомни, чтобы избавиться от китов это же... визор Варла. Раньше я не верила, что другой Нора наденет такой. Но Варл надел. И даже в самые тяжелые моменты он не позволял мне оттолкнуть его. Я скучаю по Варлу. Думать о нем все еще больно. Не знаю, станет ли когда-нибудь легче. Я найду этого ублюдка, Эрика, и заставлю его заплатить. Когда выхода нет, ищи дальше. И думай только о победе. Да, Раст. Сейчас и всегда. Элизабет с Тильдой были близки. Чем больше я о ней узнаю, тем сложнее понять ее. Полагаю, она разглядела в Тильде что-то хорошее. Не знаю, что именно, но этого хватило. Ну, на какое-то время.
Регалла побеждена, Хикару и Тенакт в безопасности. Будущее в их руках. Я бы хотела, чтобы они звали меня по имени, а не прозвищами. Но я уже хорошо их знаю и понимаю, что эту битву мне не выиграть. Видел новую руку Катала? Вот уж не думала, что железо может заменить плоть. Ему нравится. Наверное, потому что он ею может меня отбирать. Ну и перспектива. Вот увидишь. Мы зададим этим молот. Элой. Тут пахнет странно. Ни песка, ни ветра, одна только сталь. А все остальные — твой отряд. Они способны на многое. А что до лагеря? Может, ты к такому и не привыкла, но он надежный. Это не лагерь, а клетка. Ты сама сюда пришла. На обещанный бой. Я буду ждать в этой клетке твоего приказа. И брошусь на врага. С момента, как я пришла на Запад, я сражаюсь с твоими мятежниками. Расскажи хотя бы, почему? Ты была среди врагов. Других причин не нужно. Зачем тебе все это? Дорог. Джарокко, Микалло. Когда Карха вошли в пустыню, чтобы напасть на нас, отряд моих братьев был в первой линии обороны. Но Карха схватили их, подвесили и сожгли живьем в назидание. Я не успела. Нашла их по громким крикам. И захотела отомстить. Отомстить? Нет. Я хотела уничтожить. Снести города Карха и затопить их земли кровью. Поймать каждого выжившего и крушить их кости, пока ни одной целой не останется. Но мой вождь предал меня. Предал всех Тенакт. Как Хикару тебя предал? Хикару созвал кланы на оборону от красных набегов. И мы не только защитили себя, мы гнали их. И они бежали, как дети от стаи загонщиков, до самой своей границы. А там мы сокрушили их каменные стены. Их владения лежали перед нами. Но вместо того, чтобы захватить их, Хикару приказал нам отступить. Какой солдат бежит, когда победа уже в руках? Тот, кто хочет мира для своего народа. Мир — это лишь затишье между войнами. Но я думала, что у вождя есть хитрый план, и я пошла с ним, даже когда он пустил грязного Карха в наши ряды.
Фашава. Его смерть на посольстве была усладой для глаз. Его стоило прибить еще, когда мы взяли его в плен, но вместо этого Хикаро сделал его шерифом. Фашав рассказал, как он стал шерифом. Он честно заслужил это звание. Это был плевок в лицо. Чужаки недостойны носить нашу броню и наши отметины. А потом Карха прислали к нам своего гонца. В тот день я поняла, что должна вонзить клинок в Хикару и притащить труп этого предателя к вратам Дома Солнца. Ты заключила сделку. Подчинение машин в обмен на штурм крепости Зенита. Как Сайленс нашел тебя? Это имя мне не знакомо. Я заключила сделку с наемниками Озера. Значит, все это время ты даже не знала, с кем имела дело. И ты поверила каким-то чужакам? Если бы это был обман, я бы убил их. И они предложили мне натравить машины на Карха. Знаешь, тот ужас в глазах врага, когда он видит твой удар? Конечно, знаешь. Ты не раз это ощущала. Ты ошибаешься. А как же твоя часть сделки? Ты бы ее выполнила? Убей я Хикару и стань вождем. Эти зениты стали бы первой жертвой воинов племени. Но из-за тебя мой народ продолжит якшаться с врагом. Племя слабаков. Из-за меня сотни Тенакт не лишатся жизни в битве, в которой нельзя победить. Что произошло, когда Карха прислали к Хикару гонца? Трусливый жрец принес сообщение от нового короля. Конец войне. Конец набегам. Внезапно Карха предложили переговоры. Посольство у разрушенной нами крепости. Истинный Тенакт не стал бы слушать Карха. Они недостойны жизни. Но Хикара не убил того жреца на месте. Вместо этого предатель Кархалюб принял их предложение. Тогда я бросила ему вызов. И проиграл. Милосердие лишний раз доказало его слабость. Я поклялась вернуть этот долг и поставить Хикару на колени. И я вернулась не одна, а с армией солдат и машин. В день нашей встречи. Ты правда будешь биться рядом со мной? Нет причин тебя предавать. Правда? Я не смогла убить Хикару. И тебя тоже. Тенакт не пойдут за мной. До Карха мне не добраться. Они прячутся за стенами. Мне осталось лишь кричать от ярости до самой смерти. Так покажи мне, как ее унять. Ладно. Думаю, для нас обеих скоро все кончится. С того дня, как ты встала у меня на пути, я мечтала увидеть твои кости на песке пустыни. Но если я умру в бою, почему бы не погибнуть рядом с той, что летает на крыльях десятых? Я скажу, когда будет пора выходить.
А, защитница. Присядь на ноги. Есть сообщение о нападении мятежников на запад, у побережья. Если ты все еще помогаешь вождю разбираться с этими паршами, поговори с Крагеллой в грани прибоя. Буду там, попробую помочь. Добрый день, странница. Похоже, это и есть вход в долину павших. Шериф Эльвира должна быть где-то здесь.
Вот он. Место сбора. Я должна завершить все дела перед тем, как позову остальных напасть на базу зенитов. Тебя отпустили из кузни пораньше? Если не боишься, Конец. рядом есть Ух, это уж мое дело. Говорю тебе, от этого не будет выгоды. знаю как. Следующий раз. Но эти огни просто потрясающие. Не вижу в этом ничего особенного. Смотрю, знаешь, что напавшие были верхом на машине, как спасительница. А, я этого не знала. Это плохо. Значит, ты не одна ездишь. Я тут видел и других наездников. Сумела оторваться от своего верстака. Я раздумала. Преграде нам не поверят. А, рыжая, ты вовремя. Ты ее знаешь, да? Тогда скажи ей, что у нее никаких шансов. Скажи ему, чтобы вываливал все, что знает, пока я его не пришибла. Эй, спокойнее, Делла. Что случилось? Моя сестра Бумка. Она убежала в пустыню. Мы поссорились. Я сказала ей, что мы поговорим утром, когда немного остынем. Когда я проснулась, ее не было. И только этот зоркий глаз видел, куда она ушла. Но он отказывается говорить мне, куда. Нельзя просто взять и пойти в пустыню. Ты заблудишься. Не жажда убьет, так исчезающий кошмар. Знаешь, что случилось с последними ушедшими собирателями? Нет, не знаешь. Никто не знает, потому что они не вернулись. А как же моя сестра? Она там совсем одна. Может, уже никак. Прошу тебя, рыжая, помоги найти ее. Этот исчезающий кошмар. Так Стэмур называет машину, которая бродит в пустыне. Иногда ее видно издалека. Неподвижное блестящее пятно. Она стоит так часами. Но стоит отвернуться, ее нет. Как и не было никогда. Но что это за машина? Не знаю. Никто не смог разглядеть ее вблизи. Команда собирателей однажды пыталась. Но они нашли лишь песчаные дюны. Но какая разница? Машина не помешает мне найти сестру. Говоришь, поссорились с Бумкой? Из-за чего? Ну, началось все как обычно, искры и пламя. Она изучала один мой прототип. Хотела добавить взрывчатки, как всегда. А когда я напомнила ей, что при прошлой попытке она едва не разнесла поселение, она просто пожала плечами. А потом мы начали кричать о том, почему нам пришлось покинуть скрежет горы и перебраться сюда. И почему во имя кузни ей обязательно все вокруг взрывать. И что же сказала Бумка? В том-то и дело. Она промолчала. Просто сидела и смотрела в угол. Даже перед сном ничего не сказала. А утром, когда я проснулась, ее и след простыл. Раньше она так не делала, но я ее знаю. Она обязательно угодит там в неприятности. Поэтому ее нужно отыскать.
Почему вы решили уйти на запад? Ну, как бы... В скрежете горы произошел один случай. Случай со взрывчаткой? Ну, ты же знаешь Бумку. Мы забрали инструменты и сбежали. Я услышала от караванщиков, что проход на запад теперь снова открыт. И мы пошли с ними. Но почему именно сюда? Вариантов полно. Назад в жилу нам нельзя. А в других местах народу многовато. Случись, что здесь, мы нанесем не так уж много урона. Ну и когда-нибудь все захотят побывать здесь, так? Папа учил быть в первых рядах. Если хочешь меня подкупить, имей в виду, надо платить вперед. Только так. Может, стоило быть во вторых. Если Бумка потерялась в пустыне, попробую ее найти. Я пойду с тобой. Я виновата во всем этом. Но ты Скажи, где ты ее видел? Ну, раз ты с ней, пожалуй, шансов у вас побольше. Я видел, как она уходила к железным аркам на восток. Там и начнем. Встретимся у арок. Ладно. Буду ждать тебя там, поспеши. Да, ты! Ты знаешь, что на папку были верхом на машине. Ну, Что бы я там ни говорил, надеюсь, ты вернешь Бумку. Ну, иди уже. И... не помри там. мне тут рассказывали про... Морланд опять втянул себя в эксперимент. Крепление подноса для бара. Можно будет носить по 20 литров. Хочу жаловаться. Не буду жаловаться. Те куски гнутого железа, наверное, арки, о которых говорил Абадунд. Делла должна ждать меня там. Ты жива? Обломки. Скорее всего, они из арок. Дело рук Бумки? Похоже на то, но Бумки нигде не видно. Есть мысли, зачем ей идти сюда? Наверное, хотела сбежать от меня куда подальше. Во время ссоры я сорвалась на нее. Сказала то, чего не надо. Уверена, ты это не со зла. Да. Знаешь, в жиле она постоянно попадала в неприятности. Папа говорил, я должна за ней присматривать. Мы найдем ее. И я поищу следы в округе. Если Бумка тут была, визор поможет мне взять ее след.
вот и ты. Я уж думала, что и тебя потеряла. О, я, наверное, тут подожду. Вернемся к поискам. Бумка все еще где-то здесь. А вот и следы. Похоже, они уходят в пустыню. О чем ты думаешь, Бумка? Рыжая, у тебя есть сестра? Все очень сложно. А? Как я тебя понимаю. Просто иногда она прямо стачивает все шестерни. А иногда... Нет, почти никогда. Я не понимаю, что крутится у нее в голове.